Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о тайнах мироздания и отсылках к ситуации на Украине в новом клипе «Рамштайн. Zeit». 10 марта 2022 года состоялась премьера клипа группы «Рамштайн» на песню «Zeit», что в переводе означает «время». За неделю ролик успело посмотреть более 7 миллионов человек. Новое творение Тилли Линдеманна и его команды переполнено жуткими и символичными образами. В клипе затрагивается тема устройства мира, смысла жизни и неотвратимости судьбы. Кроме того, многие моменты ролика дают основание провести параллель с нынешней ситуацией на Украине. Песня «Zeit» является первым синглом из грядущего одноименного альбома группы «Рамштайн», премьера которого запланирована на конец апреля 2022 года. Режиссером нового клипа стал Роберт Гвиздек. С первых кадров ролика становится понятно, что время в нем идет вспять. Подобный прием часто используется в клипах в качестве указания на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. Так как песня на немецком языке, послание, скорее всего, тоже. Те, кто владеет немецким в совершенстве, могут попытаться развернуть песню и прослушать ее в обратную сторону. Сделать это можно онлайн в любом удобном сервисе. Если у вас получилось расшифровать реверс, обязательно пишите об этом в комментариях. На первых секундах клипа мы видим логотип группы «Рамштайн» и исходящее от него свечение. Создается ощущение, что камера находится глубоко под водой, а свет исходит с поверхности. Чуть позже точно такое же свечение можно будет заметить на месте лиц странных существ в черных капюшонах. Существа эти символизируют Моир, древнегреческих богинь судьбы. В гомеровских поэмах «Илиаде» и «Одиссее» Мойра упоминается как безличная необходимость, не подвластная даже богам. В архаике этим именем обозначался высший закон природы. Первоначально считалось, что своя Мойра есть у каждого человека. С развитием олимпийской религии число Мойр свелось к 3. Первая из них прила нить жизни, вторая определяла судьбу, третья олицетворяла неотвратимую участь, то есть смерть человека. В клипе группы «Рамштайн» на некоторых кадрах существа в черных капюшонах также показываются втроем. Как уже говорилось ранее, клип начинается с конца, то есть идет от смерти главных героев к их рождению. Сначала солисты группы «Рамштайн» без чувств плавают под водой, затем их выбрасывает на поверхность. Мужчины оказываются посреди бушующего океана в маленькой деревянной лодке. Вскоре перед ними появляется огромный силуэт Мойры. Все эти образы показывают беспомощность человека перед лицом судьбы. Далее действие переносится в леса, где солисты группы «Рамштайн» предстают в роли воюющих друг с другом партизан. На фоне последних событий в мире эти образы наполняются особым символизмом. Мы видим, как мужчины, которые только что сидели в одной лодке, наставляют друг на друга оружие. Все это дает отсылку к нынешнему конфликту между братскими народами. На следующих кадрах партизаны превращаются в детей, а их оружие – в палки. Таким образом, мы видим мальчишек, играющих в войнушку. Эти кадры символично показывают, что любая война представляет собой своеобразную игру представителей мировых элит. Сами они никогда не участвуют в ней. Игрушками же являются простые люди и их жизни, которые не имеют никакой ценности для властимущих. Далее в клипе 3 детей превращаются в новорожденных младенцев. За спинами остальных появляется Мойра. Дети опускают палки и с ужасом смотрят на тех, против кого они воевали. Данная сцена символично показывает, что любая война уносит невинные жизни. Относительно ситуации на Украине эти образы могут отражать беспомощность простых людей, невольно оказавшихся в эпицентре событий. На следующих кадрах клипа мы видим 3 Мойр с младенцами на руках. Они переносятся в другой мир, проходя через пески. Далее в клипе показывается довольно жуткая картина. Мойры передают детей мужчинам с завязанными глазами, которые в буквальном смысле запихивают младенцев в утробу к матерям. Все это происходит на фоне огромного столба песка, устремляющегося вверх. Песчаный столб может давать отсылку к фильму «Принц Персии» «Пески времени». Пески времени представляли собой могущественный божественный артефакт, способный изменять время и наделять хозяина властью над миром. В верхней части экрана мы видим отзеркаленную картинку всего происходящего. Эти образы могут символизировать цикличность жизни и бесконечный круг перерождений в колесе сансары. С другой стороны, данные кадры могут показывать процесс сбора гаваха. Женщины, которые во время родов испытывают боль, отдают энергию страданий.
Она потоками устремляется вверх, подпитывая темных сущностей. У всех взрослых в этой сцене клипа завязаны глаза, что может символизировать их духовную слепоту. С возрастом люди забывают, для чего пришли в этот мир. Они перестают видеть и понимать смысл жизни. В конце клипа, перед песками времени, оказывается ребенок. Глаза его открыты, а на лице совершенно нет страха. Девочка подходит к столбу песка и сливается с ним воедино. Все это показывает, что каждый человек является частью чего-то большего, но осознает это только после смерти. Далее мы видим в песках солистов группы «Рамштайн». Они словно пытаются остановить его, однако песок продолжает падать сквозь их пальцы. Эти кадры показывают, что в течение жизни человек постоянно борется со временем, пытаясь вернуть молодость или сожалея о прошлом. По факту же время может являться лишь нашим субъективным восприятием действительности. Глаза участников группы завязаны, потому что они не видят и не знают истины. Следующая часть клипа показывает мирную жизнь простых крестьян. На тележке сидит мужчина, который обнимает свою дочь. Вдруг в поле появляется фигура Мойры. Девочка сразу же направляется к ней, а обезумевший от горя отец пытается ее остановить. Однако Мойра укрывает ребенка своим балахоном и уносит в другой мир. Сцена в поле может вновь намекать на ситуацию с Украиной. Украина являлась одним из главных экспортеров пшеницы на мировой рынок. В клипе мы видим, как смерть вторглась в мирную жизнь хлебопашцев, после чего они остановили работу. В то же время данный эпизод может давать отсылку к рассказу Рэя Брэдбери «Коса». Согласно его сюжету, бедная семья по странной случайности наследует дом, окружающий его пшеничное поле и косу с надписью «Кто владеет мной, владеет миром». Каждый день мужчина в семье выходит в поле с косой, но он замечает странные вещи в пшенице и в том, как она растет. Со временем он приходит к пониманию, что каждая пшеничная травинка представляет собой человеческую жизнь, и что, принимая дом, поле и косу, он невольно принимает работу мрачного жнеца. В финале рассказа жена и дети мужчины умирают, а он в отчаянии начинает день и ночь косить пшеницу без разбора. Здесь автор проводит параллель с войнами, отнимающими невинные жизни. В клипе группы «Рамштайн» также идет намек на то, что война представляет собой своеобразную жатву, которая забирает энергию человеческих жизней. В целом, клип группы «Рамштайн Zeit» вызывает ощущение обреченности и неизбежности. Человек показывается слабым и абсолютно беспомощным перед лицом судьбы. Однако не стоит забывать, что клип снимали иллюминаты, а их задача как раз-таки и состоит в том, чтобы внушить людям ощущение безысходности. На деле же каждый из нас обладает свободной волей и является хозяином своей судьбы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки,